Привет, друзья! Привет, друзья! Снова мы, Люся Маратканова И Коля Шаров. Вы по нам, наверное, еще не успели соскучиться, но мы уже тут с вами. Итак, прошла неделя с того момента, как мы выложили первое видео. Хотим поделиться, немножко вкратце рассказать, что и как было. В том видео, вы помните, да, мы анонсировали этот проект «Гравити и гравитация». Рассказали немножко, буквально очень коротенько, что это за проект. Анонсировали. Потом мы это выложили и очень много получили обратной связи, самые-самые разные. Как слов поддержки. Очень много, большое Очень много, ребят, спасибо, честное слово. Вот на этой стадии развития проекта нам очень-очень-очень важно, потому что мы чувствуем, что не только мы в себя верим, но и этот проект, вы нас верите, да, этот проект действительно торкает, он важен не только нам, но и большому количеству людей. Спасибо и за не очень положительные комментарии, да, хит-парад возглавляет вопрос, как давно мы были у врача. Дорогой аноним, мы давно были у врача, чего и вам желаем. Спасибо. Эта неделя у нас проходила одновременно и бурно, и одновременно выхлоп был не так, скажем, велик, как мы бы этого хотели. Что мы делали? Создавали всякие группы, да, ВКонтакте, в Инстаграме, на Фейсбуке, которые мы очень не любим. Пожалуйста, помогите нам с Фейсбуком. Много вещей, которые мы делаем в первый раз, либо делали очень давно, уже позабыли. Наверное, без этого никак. Тем не менее, вот мы потихонечку научимся, появятся, мы надеемся, друзья проекта, которые нам помогут с теми или иными техническими вещами. Ладно, это мы тоже да, хорошо. Видео об этом. А сегодня у нас... Или да, что-то сегодня, да, мы хотим в этом видео рассказать вам, собственно, о преимуществах проекта. Мы пытались это видео записать раз, не соврать, 6, это дубль 7. Мы возненавидели блогерство. Да, мы поняли, какой это ужасный труд. В общем, мы поняли, да, после того, как мы 7 раз пытались снять это видео. Отказывала техника, постоянно то диктофон, то камера, то батарейка, то фотоаппарат. То еще и мы чувствуем, что-то не то, что-то мы делаем неверно. Нам явно вселенная или что там можно вместо этого подставить. Ребята, хватит. Что-то не то вы делаете. А мы пытались это видео выстроить таким образом, как будто, знаете, мы готовили доклад на ежегодную международную конференцию мать и дитя. Всемирной организации здравоохранения, да. Вот, поэтому получалось очень занудно, хоть все очень важная, нужная информация, но немножечко, видимо, не так. Поэтому мы решили сделать все по-другому. Вернуться к истокам и быть проще. И мы решили, что чтобы рассказать и чтобы лучше показать, каковы преимущества проекта, лучше всего вспомнить, как вообще зарождалась эта идея. Давайте поехали, расскажем вам, как вообще эта идея пришла нам в голову, как она оформилась. Как она оформлялась, и как она видоизменялась, эволюционировала, и к какому виду в итоге она пришла. Тогда вам будет проще понять, что из себя сейчас представляет проект «Гравити и гравитация», и почему он именно такой, а не какой-то другой. Да. Отмотаем куда? Далеко отмотаем. Момент чего? Когда мы запланировали ребенка. Тамерлашу. Да, давайте здесь мы в подробностях не будем на этом останавливаться. Пропустим. Монтаж. Монтаж. Мы решили быть проще. Вот смотрите, куда уж проще. Вот представьте, может быть, вам представлять не надо. Вы забеременели. Да. И вы, естественно, задумываетесь, каким же образом так организовать подготовку к родам и как их так провести, чтобы это было действительно самый лучший, идеальный вариант для вас, для вашей семьи и для вашего ребенка. И какие есть два принципиальных, на наш взгляд, подхода к этому. Первый вариант. Мы просто смотрим уже имеющиеся варианты. То есть хорошо, роддом номер 6, роддом номер 4, а вот подружка рассказывала, рожала дома. То есть мы, получается, вы точнее, дорогие друзья, вы начинаете перебирать из уже имеющихся вариантов. Тем самым автоматически мы помещаем себя и всю нашу реальность, и все наши мечты. Давайте я покажу. Вот в такие рамки, которые ограничены набором уже существующих вариантов. Это вариант номер 1. Он прекрасен, с одной стороны, он не требует какого-то там ломки ума, мозгов на эту тему, фантазии. Он просто, большинство людей идут именно по этому пути. И есть второй вариант, который в корне отличается от первого. Замечтать по-крупному. Вот представить, а какими могли бы быть мои идеальные роды, идеальные беременности. Вот просто как будто нет никаких ограничений, нет никаких рамок, забыть на секундочку, где вы живете, в каких условиях и так далее. Что вам навязывает окружение? Родственники, общество, да неважно. Просто забудьте на время про рамки, просто помечтайте. И вот мы решили поступить именно так. Собственно, мы всегда так делаем. Да. Но с рождением ребенка это было особенно отчетливо, это прослеживалось. Вот мы сели такие и начали как-то
представлять, мечтать, как бы хотелось. У меня есть опыт родов в больнице. Это Амелечка, да, наш первый ребенок, 10, сколько уже там, 11 лет назад я родила ее, и тогда мне казалось, что тоже, собственно, был не самый плохой вариант, отдельная палата, совместные парные роды там и так далее и тому подобное. Повезло, в общем-то, с медперсоналом, мне так казалось, потому что мне не с чем было сравнивать. И спустя 11 лет я поняла, в очередной раз поняла, как печально не иметь вариантов выбора. То есть, когда в голове есть только одна схема, твой путь протарен, и печально осознавать постфактум, какой это был, собственно, далеко не самый лучший путь. Я просто вот так вот села на секундочку и подумала, как бы я хотела. Как бы я хотела принять в жизнь моего вот самое дорогое чудушка, которое мы ждем с любовью и очень надеемся, что все будет наилучшим образом. Естественно, никто не враг своему чаду, и все мечтаем о самом лучшем. Просто это самое лучшее у всех у нас какое-то разное. Так вот, какое было у нас? Долгая предыстория, как всегда. Я точно знала, что это не больница. Упаси Боже, я ненавижу больницу, я ненавижу все эти стены, я ненавижу эти запахи. Я уверена, что я не одна такая. Я ненавижу этих непонятных чужих людей в белых халатах. Это такое обращение с тобой, как Коля любит выражаться, с предметом мебели, с предметом интерьера. Когда, собственно, за тобой человека не видят, ты просто, какой-то набор физиологических функций и не более того. В общем, не больница. Не больница, точно, ни при каком раскладе. Понятно, при раскладе, если что-то идет, естественно, не так, но мы сейчас говорим о мечте. Я в этот момент не думала, мы говорим про мечту. Зачем я себе буду какую-то придумывать картину, когда что-то должно пойти не так? Я хочу прекрасные роды, я хочу, чтобы все было идеально. Где тогда? Я хочу, чтобы у меня не было никаких проблем со здоровьем. И тогда где? Конечно же, дома. Конечно же, дома. Какой еще вариант? Можно, конечно, есть схема, когда люди рожают в прекрасном месте, вблизи океана там, и так далее. Но для меня это не мой вариант. То есть для кого-то да, но не для меня. Мне нужно пространство, где бы я максимально чувствовала себя защищенной, во-первых, и где бы моему существу было бы уютно, тепло, комфортно, и, максимально расслабленно. Сейчас я скажу опять это слово, Люся меня возненавидит. Гнездо. Да. Собственное родовое гнездо. Да, поэтому это, конечно же, дом. То есть дом — это то пространство, которое вы создаете на протяжении какого-то времени, в нашем случае, не столь долгого, но обычно люди создают его всей семьей на протяжении лет, и это пространство идеально подходящее для вас. Окружение. Мне не нужны посторонние люди. Роды — это гиперинтимный процесс. И интимность супружеская в первую очередь. Это прямое следствие ваших сексуальных отношений. И в этом процессе, в этом акте не должно быть посторонних людей. Никого. Ни врачей, ни... Как не может быть посторонних при занятиях любовью, например. Да, очень, как мы любим говорить, и это часто приводит эта ассоциация. Попробуйте заниматься любовью в больнице под светом хирургических этих каких-то ламп, белого освещения, с кучей народу вокруг вас. Классно вам будет? Расслабитесь. Роды точно такой же процесс, даже более глубокий, более интимный, более сексуальный. Так. Но окружение — это еще не только, собственно, пространство внутри, это не только люди, которые вас окружают, это еще и место, что снаружи. То есть можно свить гнездо, в квартирке, в многоквартирном доме, где-нибудь в промышленном городе, но это, согласитесь, тоже будет влиять на весь процесс. Вы постоянно будете думать, слышат вас там, они слышат, что подумают? Соседи же могут вызвать полицию, соседи же могут вызвать скорую, в 2 часа ночи. Всякое бывает, действительно. В общем, да. То есть это явно не квартира, это какое-то красивое, хорошее, чистое место с природой вокруг, из шума только пение птиц, что там еще, шум ветра и шум океана, возможно, да, или моря. Да, то есть роды — это не какая-то точка в пространстве и времени, да, это достаточно продолжительный процесс, это подготовка к родам, это месяцы беременности, особенно последние месяцы беременности, и, соответственно, ты хочешь, чтобы твой ребеночек, придя в этот мир, первые дни своего проживания, пребывания в этом мире, он видел только самую-самую красивую картинку, слышал самые-самые лучшие звуки, все самое-самое. Все мы желаем самого-самого-самого лучшего для своего чада. И если бы у вас была возможность, чтобы ваши роды были именно такие. Давай, вернемся к себе тогда. Что у нас в итоге получилось? У нас получилось именно так. В прекрасном чистом месте, дома. Дом, который мы заранее подготовили, сделали его прямо выстроили, свили.
И только мы, никого лишнего, только наша семья. Амелечка, Люся, я. И мы принимаем роды нашего малыша и, естественно, продолжаем жить в этом доме. Никакого стресса, ничего чужеродного на нас снова. У нас получилось именно так. То есть вот эта мечта, которую мы нарисовали, она в реальности и сбылась. Ну, а дальше хронологически. Мы написали статью о нашем опыте, статьи. Коля написал свою глазами отца, рода глазами отца. Я написала свою, более такой, может быть, ну, где более физиологичный подход, где рассказаны всякие разные аспекты, технические аспекты родов. Угу. И получили очень-очень-очень большой отклик от людей, абсолютно неравнодушных, которых тронула эта тема, которые тоже вставали перед этой дилеммой выбора. Для кого тема домашних родов вообще была до тех пор закрыта, даже не закрыта, ну то есть даже предположить люди не могли, что вообще так бывает, так есть, так случается, что... Вот, и как-то мы вообще к этому не были даже готовы. Раз кто-то пишет, два кто-то пишет, задает вопросы, мы отвечаем с удовольствием, рассказываем, делимся своим опытом. А потом получается так, что приезжает к нам моя подруга, ученица, фотошколы. С фотошколы, да, рожать по Она хочет сделать то же самое, тоже родить здесь ребеночка, тоже на территории Бразилии, сделать это тоже дома. И Люська получила первый опыт свой принятия родов. Да. Вот, сейчас даже плакать. Все прошло чудесно, все замечательно. Настя, привет. Майкл, привет. Вот. И, это думали, хорошо, один случай, но потом повторяется ситуация. К нам приезжает еще одна подруга, тоже с этой же целью. К нам пишут люди, которые уже планируют приехать этой осенью и спрашивают нас, ребята, можете ли вы нам помочь в бытовых вопросах и так далее. Короче, потихонечку, полигонечку мы стали шутить, люди стали шутить. Они говорят, да у вас, ребята, тут не дома, какой-то роддом получается. И вообще у вас какая-то колония уже образуется из людей, таких свободомыслящих, которые думают, осмеливаются думать по-другому и мечтать. И мы тоже так между собой шутили, ха-ха-ха, роддом. И дошутились. Ключевым таким вот, соломинка на горб верблюда, да, послужила беседа с нашими друзьями, с которыми мы здесь познакомились. Фауст и Рената, привет. Мы пообщались с ними, и мы увидели, они как раз ожидали ребенка, долгожданные, тоже у них беременность, долгожданные роды предстояли. И мы поняли в беседе, насколько зачастую мало молодые люди знают о том, какие варианты возможны, о физиологии родов, почему так, а не эдак. То есть такая вера, абсолютно всепоглощающая вера во врачей, что они лучше знают, я доверюсь им, они сделают как надо. И когда мы задаем какие-то вопросы, они не знают, как на них ответить, потому что они даже не задумывались об этом. И мы поняли, что очень важный аспект – это тема образования, такого самообразования. Начать задавать вопросы, исследовать тему. Если вы хотите действительно осознанно дать наилучшим образом новую жизнь вашему ребеночку, то неизбежно вы должны задавать вопросы, получать информацию, искать ее, учиться критически мыслить, анализировать. А сейчас есть интернет, сейчас есть абсолютно поле информационное развитое. Вы можете принимать решения, основываясь на информации, а не просто слепой вере, потому что кто-то так делал когда-то. Да, как минимум глупо говорить, я ничего не знаю, а врач знает все, поэтому вот вы можете все узнавать. И после этого, вся информация, и после этого разговора мы вернулись и как-то стоя под душем, нас просто, не знаю, огрело прямо чем-то таким мощным, крутым, аж прямо до мурашек сразу. То есть пробила нас сразу же идеей, вот чего мы хотим. А еще на секундочку скажу, у нас очень много было разговоров, очень много было такой неудовлетворенности от того, что вроде бы у нас все прекрасно, все замечательно, все хорошо, но не хватает чего-то, и это что-то, если пафосно сказать, то это вопрос помощи, служения. Мы, товарищи, несмотря на все наши высказывания, достаточно эгоистичные по природе своей. Да. Мы создали себе замечательные условия существования, мы придумали такую схему заработка денег, чтобы не сидеть в офисе, не сидеть на одном месте, чтобы путешествовать по миру. Да, у нас все замечательно, мы так приложили достаточно много усилий, чтобы так оно у нас было. И вот ведь зудит, правда. Не можем радоваться в одну харю. Да, не могли себя заподозрить в альтруизме, скорее думали, что, Короче, не знаю, для нас самих это загадка. И вот этот пазл, он начинает складываться. Возникает эта идея, так что же нужно? Нужно создать такие условия, создать такое пространство, в которое могут приезжать люди со всего света, вне зависимости от достатка.
И в идеальных условиях, действительно идеальных, это можно сделать, если замечтать и исполнить свою мечту, дать рождение новому человеку. И от того, как оно будет проходить, будет зависеть, собственно, жизнь этого человека, его семьи и в глобальном смысле всего человечества, в конце концов. Ну, не хочется пафосно говорить, а по-другому никак не скажешь. И мы такие, ну вот же, надо делать центр, да, домашних таких родов, то есть получается пространство, где можно приехать, жить в домике, сколько тебе нужно, в этом же домике родить с помощью акушерки или без помощи акушерки, какое-то время провести в этом же домике последствий, без стресса, без спешки, вот без всего того, что сопутствует традиционным вариантам родовспоможения. И мы начали оформлять эту мысль, да? Так, что это? Ага, ну, скорее всего, это какие-то несколько домиков таких, да, рядышком как-то стоящих на территории. У нас как-то в голове возникло, домиков 20, наверное. И опять, дорогие друзья, как только у нас возникла эта цифра, она возникла у нас, мы признаемся, из-за наличия рамок в голове. Потому что мы сразу такие, И начинает, знаете, счетная машинка, тык-тык-тык-тык, начинает. То есть из хорошей идеи, такой действительно добрый, светлый, она потихонечку так раз и переродилась в какую-то коммерческую схему. Да, так, 20, потому что, это же, если мы зовем акушерок, им нужно платить зарплаты, значит, мы делим этих 20 там пар, 20 родов на год, и получается очень мало, и ради этого, значит, не будешь вызывать несколько акушерок, и так далее, и тому подобное, да, вот. И мы понимаем, так, что-то не то пошло, что-то не то. То есть вот этот первый посыл, такой импульс, когда прямо энергия бьет, и тебя вот как бы от нее немножечко потряхивает, от ее ценности, ты понимаешь, и ты и опять ушел в какие-то заузился, все. Откуда возникла идея именно проживания долгосрочного? Дело в том, что здесь, в Бразилии, далеко не просто иностранцу найти жилье, мы уж столкнулись с этим по полной, без знания языка, решать все эти бытовые вопросы, это сложно. Поэтому зачем, если можно заранее создать такие условия, ты приезжаешь, у тебя никакого геморроя, связанного с этим, нет, все уже решено. То есть у тебя есть домик, ты заранее его через интернет выбираешь. Да, друзья, хочу тут небольшую вставочку сделать. Конечно, в конце, может быть, мы немножечко расскажем о том вообще, как обстоят дела в мире с родами, да, и с альтернативами родов. Вот, но сейчас хочу сказать одно, что мы, собственно, такие не единственные, и очень много, я сейчас, допустим, говорю про граждан России, очень много русских женщин, русских семей ездят в такие же красивые места, на Гоа, в Индию, в Индонезию, на Бали, в другие какие-то точки зимовок. То есть в этом плане, собственно, ничего нового нет. Но есть. Но есть. Да. Ключевой вопрос именно в погружении. Мы считаем, что роды это действительно одно из важнейших, грубо говоря, это важнейшее событие в жизни любой семьи. И, соответственно, такое событие требует выделения ресурсов, времени, энергии и, вот как мы это говорим теперь, погружения в процесс. То есть это не просто, когда наступает время родов, вы приезжаете, куда-то рожаете, уезжаете. Нет, вы всю беременность готовитесь. Наш вариант не для всех, однозначно. Плавно погружаетесь, то есть вы проводите время заранее уже в правильном пространстве, правильно выстроено, в правильном окружении. И роды являются логическим следствием вот этого уже заранее подготовленного процесса. Все это, еще раз говорю, такое глубокое погружение. По-другому и не скажешь. Это отличие от тех вариантов, которые мы видим на сегодня, имеющихся в мире. Да, но мы хорошо. Не можем рассказать в итоге. Давайте вернемся просто к тому, на чем остановилась наша идея. Итак, у нас было в голове 20 домиков плюс-минус, акушерки, которые приходят. И вот мы такие, чтобы он был самоокупаемым, чтобы мы не просили деньги у спонсоров. Получается, нужно сделать так, какая же цена должна быть, а какой же будет оборот женщин. Понимаете, мы начали мыслить такими узкими бизнес-категориями, которые начали губить всю энергию на корню. И мы такие берем губочку и стираем все с доски. Что нам мешает сделать, опять-таки, вот как мечтается? У нас на данный момент нет ни копейки, и поэтому тут начинать считать, у нас нету ни этой суммы, ни на 20 домиков, ни на 120 домиков, у нас нет никакой суммы, поэтому зачем себя ограничивать? Давайте мыслить широко. И получается, что проблемка, которой на самом деле нет, она решается очень просто. Если у нас есть в доступности действительно большой жилой фонд, будем говорить, о 150 домиках. Опять это тоже рамки, поэтому давайте... Неважно, просто есть достаточное большое количество жилья, больше, которое, по сути, уже начинает представлять собой не что иное, как мини-поселение. И мы увидели, что в данном случае
доходы, которые можно получать от этой деревни, прежде всего это арендные платежи или какие-то прочие сопутствующие сохраняя, услуги. наша главная идея в сохранении азиатских цен на жилье. То есть мы сами привыкли жить так, достаточно бюджетно. Индия, там, Вьетнам, Таиланд позволяет это делать, снимать очень хорошие дома за цены аналогичные там, однокомнатным, двухкомнатным квартирам в России, в провинции. Я даже не говорю про Москву и про Питер. Вот, и мы привыкли так жить, и мы не хотим тут ничего другого менять. И получается, что если у нас есть вот эта деревня, есть доходы от сдачи в аренду, от сопутствующих каких-то услуг, аренды транспорта и так далее, то мы можем эти доходы направлять в проект, который связан именно с родами. То есть таким образом мы можем не заморачиваться, не задумываться на тему того, какую цену установить, каждая ли женщина может себе позволить. Тогда мы можем сделать действительно экономически устойчивый, самодостаточный проект, в котором как бы две части поддерживают друг дружку. Есть родовый центр, и он сразу у нас получается, это то, что мы называем сейчас, это проект Гравита. И есть гравитация, эко-деревня, которая находится вот в смычке с Гравитой. И они друг дружку поддерживают. И мы увидели, насколько это круто, завершенное и лаконичное решение вот этой вот задачи. Вот. То есть деревня будет в первую очередь, наверное, представлять интерес как раз-таки для беременных семей, но не только, да? Почему и нет? То есть мы таким образом мы пытаемся открыть вот это направление. Да, мысль пошла дальше. Смотрите, да, у нас получается идея вот оформилась промежуточно таким образом, и потом мы стали ее развивать. Мы увидели, действительно, да, это беременные деревни, в кавычках, можно так сказать. Но мы хотим, чтобы Бразилию узнали как можно большее количество людей, тех, которые сейчас знают только традиционные точки локации на карте. Как правило, это Азия, это Индия, Гоа, это Таиланд, это Вьетнам. Это Индонезия, собственно, и так далее. Список не такой большой. А Бразилия совершенно не открыта, она абсолютно не исследована, она таит в себе столько всего, это такое удивительное место. И мы увидели, насколько велик потенциал, который просто можно раскрыть. И получается, что идея, она стала разрастаться, при этом оставаясь абсолютно такой логичной, взаимосвязанной и разумной. И получается, что у нас есть и центр Гравита, родовый центр, у нас есть и гравитация эко-деревни. Значит, что из себя будет представлять центр Гравита непосредственно, как мы это видим? Это прям в физическом мире, как мы это видим? Это какое-то центровое здание. Я не хочу это называть клиником, я прямо... Мне сразу как-то неприятно становится. Но, тем не менее, здание, где, возможно, будут проходить обучающие лекции, программы, где будет вестись первичный прием и отбор женщин, соответственно, по степеням риска. То есть домашние роды показаны женщинам в первую очередь с низкой степенью риска, с нормальным, непатологической беременностью. Да. Но это мы потом об этом будем говорить. Соответственно, какой-то медкабинет, там УЗИ, ну и так далее, да, то есть аппаратура, которая стоит именно здесь. Да, моменты. Вот. Далее, значит, вокруг этого вот центра родильного центра мы видим постройку нескольких таких небольших домиков, которые по сути будут выполнять функцию палат, да, но только опять-таки мы уходим совершенно от этого. Роддомики. Роддомики для тех женщин, которые не имеют возможности жить в нашей деревне Гравитация, при этом они по-прежнему хотят домашних родов в сопровождении, скажем, профессиональных акушеров. Приехать чуть-чуть загодя, что называется, родить в этом вот... Скорее такой вариант будет подходить для живущих в Бразилии. Для живущих в Бразилии. Очень важный момент, да, потому что, друзья, ирония судьбы или что это такое? Мы хотим этот проект строить в Бразилии, а Бразилия – это страна, которая держит лидирующие позиции по количеству кесаревых сечений, по степени вмешательства в родовый процесс, медикаментозного, прежде всего хирургического. Это такой там процент, до 70-80% в некоторых регионах, то есть 8 из 10 женщин, абсолютно здоровых женщин, рожают путем кесарево сечения. И поэтому мы видим, что наш проект, он должен дать возможность местным женщинам альтернативу, он должен дать альтернативу. Домашние роды, абсолютно качественные, в профессиональном сопровождении акушерок, под наблюдением, но вместе с тем не в больнице, это не кесарево. И вот для таких женщин, прежде всего, мы планируем вот такой такие вот оборотный фонд, что называется, из домиков вокруг этого центра. То есть домики, в которые можно приехать, родить и уехать. Но при этом, напоминаем, главная идея это все-таки в том, что большая часть женщин, которые будут приезжать со всего мира, они планируют глубокое, полное погружение в процесс. И вот для таких женщин и их партнеров, спутников, их семей будут построены
домики уже на некотором отдалении, но все это в рамках одной большой территории природного парка, будут построены домики самого разного типа, разной площади, но все они будут оборудованы всем необходимым для удобства с точки зрения быта и прочего. Это горячая вода, это интернет и так далее. Понятно. Все понятно. Да, маленькие, красивые, уютные домики в потрясающе красивом месте. Получается, что вся вот эта большая заповедная зона природного парка, на территории которой есть вот этот родовый центр, централизованное центровое здание, как Люся сказала, вот эти домики прямо вокруг него, куда можно приезжать, рожать и уезжать, и много-много-много домиков самого разного типа, куда можно приезжать на большой срок и рожать, и какое-то время быть еще после этого. То есть это получается, даже сначала мы назвали этот проект Международный центр естественных родов, а теперь мы видим, что правильнее назвать Международный центр домашних родов. И это действительно, это новое слово. Это вот мы не изобретаем велосипед, и вроде как изобретаем. Изобретаем велосипед, да. Казалось бы, уже идея оформилась, уже прекрасно, все замечательно, логично. Есть центр Гравита, родовый центр, есть экодеревня при этом центре. Все взаимодополняет друг друга. И тем не менее мысль не остановилась на этом, пошла дальше, и мы увидели, просто помечтали, как оно может быть дальше. Предположим, приезжает семья, она проводит здесь последние месяцы беременности, она рожает ребеночка, она получает гражданство, это позже мы скажем, это один из бонусов на ребеночка, она получает ПМЖ на всю семью, то есть она может пребывать на территории Бразилии уже сколь угодно долго. Уезжает к себе домой, предположим, и понимает, что здесь было классно, здесь было здорово, и почему бы, черт побери, не помечтать дальше и не продолжить, или просто какое-то время подольше пожить здесь, в Бразилии, исследовать ее, либо даже переехать на постоянное место жительства. Если сюда. У вас появляется такая возможность чисто со всех точек зрения. Всех точек зрения. Да. Вы можете организовать свою жизнь таким образом. И почему бы не сделать это в том же месте, в том же прекрасном месте, где вы уже дали начало новой жизни. И мы поняли, что будет круто, если логичным продолжением вот этого проекта станет третий этап. Это появление обширной тоже территории, на которой возможно строительство деревни, сообщества, в котором можно будет проживать на постоянной основе, где можно будет приобрести либо в долгосрочную аренду, либо купить свое жилье и жить на территории вот этого же природного заповедника в тех же условиях, иметь все те же бонусы, которые были во время вот этих последних месяцев беременности и родов, но уже жить в своем доме. И мы увидели, как бы это было классно. И мы поняли, что это третий этап. Может быть, будет еще и четвертый, но мы пока его не видим. Ну, кстати, да, что касается четвертого этапа. Забегая вперед, опять-таки ничего нет, но мечтать нам никто не запрещает, дорогие друзья. Но мы четко знаем, прям, черт побери, видим, что это первая ласточка, что такие центры такого типа, такие проекты, они будут открываться по всей планете. Возможно, не только нами, и другими людьми, которые увидят наш опыт, захотят его перенять, делать в других местах планеты. И мы видим, что это лишь первая ласточка. Уверены, вот прям 100%. Давайте мечтать вместе. Это так классно на самом деле. Теперь мы хотим сказать более подробно, более конкретно уже о том, какие же преимущества есть у центра Гравита вместе с экодеревней Гравитация. Давайте разберем шаг за шагом. Прямо вот видится деление на 3 таких блока. Смотрите, есть преимущества, которые связаны с родовым процессом, есть преимущества, которые вытекают из-за наличия экодеревни, и есть преимущества, которые связаны просто с самим местом, с локацией. Давайте поговорим про основные, про вот роды и все, что с этим связано. Первое, что мы уже сказали. Мы предлагаем долгосрочное погружение. Не будем уже подробно на этом останавливаться. Вы уже поняли, что это возможно, и это будет действительно классно. При этом есть возможность, кто не может долго пребывать, приехать, родить и уехать. Для нас очень важно, чтобы этот проект был социальным. Нам важно, чтобы как можно большее количество женщин со всего мира, как можно большее количество деток, рождалось по-новому. И деньги не должны становиться препятствием наличия их или отсутствия, не должны становиться препятствием на этом пути. Поэтому мы поняли, что очень важно дать возможность и таким женщинам, которые недостаточно обеспечены, тоже родить в идеальных условиях, тоже иметь вот эти замечательные домашние роды в нашем центре. У них есть такой внутренний импульс сделать это именно таким Поэтому образом. Мы решили использовать систему donation, то есть добровольных пожертвований, добровольных взносов. В этом случае предусмотрен рекомендованный размер donation. Вместе с тем, если ваше материальное состояние не позволяет платить именно этот размер, вы можете оставить столько денег, сколько у вас есть. И если у вас, в принципе, у женщины нет денег на то, чтобы заплатить, оставить donation, это может быть абсолютно бесплатно. Следующее.
есть возможность проведения как соло-родов, то бишь без присутствия акушерки, как это было в случае с нашим с Люсей, так и с акушеркой, которую можно выбрать заранее. Мы планируем договариваться с лучшими акушерками со всего мира. Действительно так, опять нам мечтать никто не запрещает. Мы верим, что те, кто заинтересован, те, кто действительно разделяет наши принципы, будут приезжать сюда и помогать женщинам рожать. Поэтому можно заранее запланировать, выбрать акушерку, она будет вести вашу беременность, ваши роды и, соответственно, какое-то время после тоже будет помогать. Соло-роды становится запланировать гораздо проще в этом случае, потому что часто людей останавливает опасения, а что если что-то пойдет не так, а кто мне поможет, что делать. В этом случае можно договориться с акушеркой, опять-таки, если что-то идет не так, она может помочь и советом, может и прийти, присоединиться к процессу. И при этом предусмотрена возможность трансфера, если этого потребует ситуация. Больница находится в 15 минутах езды. Будет организован дежурная машина, которая может доставить женщину на операцию того же кесарево сечения. Все это предусмотрено. Да, и еще такой, наверное, немаловажный бонус. Государственная медицина в Бразилии бесплатна как для граждан, так и для иностранцев. А у нас здесь, в том местечке, да, в Парачи, где мы живем и где мы планируем строить центр, только государственная клиника, новенькая, достаточно, в общем, все в ней хорошо, и, соответственно, такой вариант доступен. Ребята, очень важно, в нашем центре мы хотим исключить так называемое активное ведение родов. Род должен быть действительно естественным процессом. Наши акушерки будут следовать именно тому процессу, который разворачивается, не вмешиваясь в него ни с точки зрения диагностических средств, ни медикаментозно, ни хирургически. Медикаментозное вмешательство, оно очень опасно с разных точек зрения. В больницах очень часто применяются и транквилизаторы, и наркотические средства. Очень часто ускоряется искусственным путем роды. Не то, что очень часто, а практически 100% случаев. 100% случаев. И все это приводит к сбоям в естественном ходе процесса. И на выходе мы имеем проблемы как для ребенка, так и для матери. Причем эти негативные последствия видны не только сразу, а зачастую они имеют отложенный характер, и вы потом их видите в качестве болезней, проявляющихся. Ускорение родов приводит к тому, что женщина, во-первых, испытывает очень сильные болевые ощущения, и потом рождаются мифы о том, какие роды невыносимо тяжелые и страшные, да, который, в принципе, укоренился в наших головах. На выходе мы видим букет самых разных осложнений, как материнских, так и детских. У женщины это, начиная от того, в принципе, как проходят роды, насколько они болезненны, заканчивая разрывами, разрезами, кровотечениями, удалениями матки и так далее. Разного вида гипоксии, которыми одаряют ребенка врачи, принимая и ускоряя роды таким образом, приводят к самым разным формам неврологических заболеваний, начиная от поведенческих, кончая ДЦП и так далее. В общем, не будем мы вас запугивать всякими страшилками. Мы напишем об этом подробную статью. Изучайте, читайте. Вся информация в открытом доступе есть. Следующее важное преимущество. Мы уже сказали, что очень важна тема обучения, тема развития в этой области. На территории центра Для нас, наверное, это даже имеет первостепенное значение. На территории центра постоянно будут проводиться курсы, как для матерей будущих, так и для отцов, то есть как совместные, так и отдельные. Можно индивидуальные консультации, пожалуйста, получать. То есть всячески будет делаться упор на то, чтобы максимально получали достоверную проверенную информацию и заранее готовились к родам, узнавали все аспекты и физиологии, и психологии, и эмоциональные аспекты, чтобы вы были полностью подготовлены, чтобы вы понимали, что вы берете ответственность на себя, и у вас есть для этого все ресурсы и вся информация. Следующее – оздоровление. Роды – это тяжелая работа. К ней нужно хорошо подготовиться, в том числе подготовить свое тело. И после родов тоже нужно восстановиться. Поэтому мы хотим предусмотреть работу на территории центра СПА, всевозможных массажных процедур. После родов это в том числе послеродовое пеленание. Ребят, много-много всего можно здесь придумать, поверьте. Будет и бассейн, соответственно. Йоги, фитнес. Да. Мы не говорим уже, про плавание в океане, которое непосредственно в близости и так далее. Послеродовое время тоже должно пройти с пользой и с удовольствием. Поэтому вы не остаетесь одни после того, как вы родили ребеночка, постоянно на связи с профессионалами, которые будут помогать, рассказывать определенные аспекты. Консультации. По грудному вскармливанию в том числе, в окружении уже родивших женщин, имеющих какой-то определенный опыт. Да. Крутой бонус – окружение. Вот что, пожалуй, действительно выделяет наш центр. Потому что, смотрите, в жизни мы обычно сталкиваемся с тем, Люся уж тоже говорила, что зачастую то родственники, то друзья, то врачи, то просто другие представители общества начинают
давить на вас, высказывать свое негативное отношение, зачастую агрессивную позицию к вашим мыслям, к вашему мировоззрению, к вашему желанию родить в домашней обстановке. И ваша беременность, особенно там период родов, послеродовый период, по сути, превращается в период борьбы войны с системой, войны. Да. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались, когда этот период должен быть нежным, ласковым, теплым, он не должен быть... Он про любовь, а не про войну. Вот. Все верно. Поэтому, почему вместо того, чтобы воевать, лучше давайте энергию направлять в нужное русло. Да, давайте использовать бонусы того окружения, которое будет создано здесь. Потому что, представьте, здесь будут точно такие же родители, как вы, которые разделяют ваши убеждения. Здесь будут работать профессионалы, которые уже стоят на тех же позициях и принципах, что и вы. Вы будете поддерживать друг друга. Вообще бесценна возможность общения с родителями, теми, которые уже прошли этот путь немножко дальше, может быть, даже уже родили ребеночка, да? Может быть, ни одного. Может быть, ни одного, вы можете общаться и честно в обстановке абсолютно непринужденной, доверительной, говорить о вещах, о которых обычно сложно говорить где-то еще. Крутой бонус, ребята, мы уже говорили, гражданство. Мы оказались в Бразилии тоже не просто так, поверьте. Бразилия – это одна из немногих стран на сегодня, которая осталась в земном шаре, которые дают автоматически гражданство ребеночку просто по факту рождения его на бразильской земле. Но кроме этого, у всей семьи, близких членов семьи, появляется возможность по ускоренной процедуре получить сначала ПМЖ, то есть это дает возможность проживать сколько угодно на территории Бразилии, а потом и натурализация, то есть получение второго гражданства. И мы, собственно, сейчас идем как раз по этой процедуре. ПМЖ у нас уже есть, и теперь очередь за гражданством. Это крутой бонус. И центр будет оказывать юридические услуги по сопровождению всех этих вот бюрократических процессов. Следующее. Бонусы связаны с экодеревней. Ну, смотрите, представьте, есть ресторан. Веганский, друзья. Веганский ресторан, да, с здоровой пищей, здоровой едой. Домик снабжен всем необходимым. Слушайте, начиная с трансфера, да, из аэропорта, вы можете все заботы поручить уже нам. То есть вы прилетаете, вас встречают, привозят на территорию центра, вы заселяетесь в тот домик, который заранее уже выбрали. Вот. Есть вся необходимая инфраструктура, есть транспорт. Мы хотим сделать упор на экотранспорт. Что кроме этого? Вся информация по жизни в Бразилии, по жизни здесь, конкретно в Парачи. То есть вся ценная и важная информация, которая вам нужна для полноценной жизнедеятельности, мы ее будем вам предоставлять, всячески помогать вам. Да, на территории экодеревни будут работать и детские клубы, потому что мы понимаем, как это важно, да, приехать всей семьей с детками для младшего возраста. Есть у нас наши друзья, партнеры школы Валдорф, где учится наша дочь Амелия, в ближайшей близости. То есть для деток постарше можно организовать обучение там. Наверное, лучший вариант из всех школ в мире. На территории центра мы хотим сделать такую разветвленную сеть прогулочных маршрутов, потому что эти места богаты на любой вкус, здесь есть все. Здесь есть вот эти девственные леса. Атлантические, так называемые. Это особый вид реликтовых лесов. Да. Здесь есть и водопады, здесь есть горные речки, здесь есть ручьи. Это горная местность, в самой непосредственной близости от океана, то есть сочетается все в одном месте, в одной локации. Удивительно. Да. Поэтому действительно можно и гулять, и отдыхать, и медитировать, все что угодно на территории. Мы будем проводить всевозможные творческие мастерские. Будут организовываться всевозможные концерты тех исполнителей, тех групп, которые резонируют в пространстве, которые будут нашими гостями. То есть все, в общем, чего нам не хватает в нашей жизни, мы хотим это в нее привнести. И так уже складывается картинка, да, такого уютного пространства, в котором есть абсолютно все для спокойной, комфортной жизни проведения последних месяцев беременности, родов и первого времени после. Друзья, завершающий третий бонус, собственное место, то место, которое мы выбрали для постройки нашего центра экодеревни. Это клевое место. Бразилия, мы не были во всей Бразилии, мы не можем говорить про всю Бразилию, но то место, в котором мы оказались совершенно по случайному совпадению, как всегда и как все происходит в нашей жизни, оно действительно потрясающее. Это длиннющая часть береговой линии между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которая называется Коста-Верде, и зеленое побережье, то есть название говорит само за себя. Это такая цепочка заповедных лесов на берегу океана. Очень одна красивая бухта сменяет другую красивую бухту, множество островков. Ну, в общем, чисто с визуальной точки зрения потрясающе все красиво, но и не только с визуальной. Это действительно экологически чистое место, вот без преувеличения, куда без красивых слов, чище. Заповедные реликтовые леса на много гектар во все стороны. Вот во все стороны, только в одну сторону океан, а во все остальные леса. Вот. И воздух такой, что, просто... Дышать свежим воздухом, пить
воду из горных речек, это бесценно. Никаких крупных мегаполисов, то есть мы находимся ровнёхонько между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. В одну сторону 300 километров, там, или 200, да, в другую сторону 300 или 200 километров. И все. Ну, сами понимаете. Плюс к этому что? Смотрите, очень много всевозможных природных таких достопримечательностей. Пляжи в ближайшей доступности. На любой выбор пляжа, начиная от семейных для спокойного, тихого такого пляжного отдыха. Детишек до серферских крутых спотов. Да, это и водопады. Очень много прямо в этой локации всевозможных водопадов. Да, то есть мы не говорим, что есть где-то водопады в Бразилии, Игуасу. Это непосредственно наши водопады. Вот здесь сел там на какой-то транспорт и доехал в течение 15-20 минут, ты попадаешь на цепочку самых разных водопадов. Очень крутой бонус, связан с климатом. Если вы путешествуете, если вы бываете подолгу в Азии, как зимовщики, да, то вы знаете, что это сезонный отдых. Вы не можете в любое время года приехать. В муссон, собственно, так не поотдыхаешь. Особо делать нечего. Да, особенно если мы говорим про роды, да, когда очень важно, чтобы все было идеально. Здесь идеально, потому что здесь климат ровный, он без резких сезонных перепадов. В таком оптимальном удалении от экватора, что здесь, в общем-то, и тепло круглый год. То есть минимальная температура летом, градусов, не знаю, 18, наверное. Но это, собственно, летом, зимой. Вот мы сейчас, у нас сейчас здесь зима. У нас сейчас зима, вы посмотрите, да. Класс. Самый холодный месяц у нас сейчас. И в самые жаркие месяцы, совершенно тоже азиатская жара, то есть достаточно вполне такая терпимая, переносимая, пару месяцев зимних в данном случае. И крутой плюс, крутой бонус, связанный с культурной темой. Мы находимся буквально в 15 минутах от городка Парачи. Это удивительный старинный колониальный городок, который находится под защитой, под патронажем ЮНЕСКО, как культурное достояние человечества. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, с одной стороны, но и постоянно проводятся всевозможные фестивали, выставки, какие-то, не знаю, все что угодно. А в силу своей удобной локации Парачи выбирают самые разнообразные организаторы самых разнообразных, фестивалей. Да. От любой темы, от вино-водочных до музыкальных. Да. При этом, смотрите, Люся уже сказала, мы находимся в равном удалении от Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, этих легендарных мегаполисов. С одной стороны, это удобно, потому что куда бы вы ни прилетели, это два главных аэропорта страны, близко до нас, с другой стороны, на достаточном удалении, все-таки не совсем рядышком, и легко очень просто взять и поехать в любой из этих городов на экскурсии, полюбоваться на достопримечательности этих удивительных точек на планете. Вот, пожалуй, эти главные бонусы, которые есть в нашем центре. Да, друзья, очень у нас получилось долго, но естественный отбор желающих дослушал до конца, молодец. Друзья, мы по-прежнему очень рассчитываем на вашу всяческую помощь. Кто чем может помочь, помогайте. Конкретно список наших потребностей мы озвучим в следующем видео. В любом случае пишите, спрашивайте, интересуйтесь, все будем рассказывать, показывать. Собственно, основная информационная часть, которую мы хотели озвучить в этом видео, она заканчивается. В этом месте те, кому ничего не нужно доказывать, объяснять и убеждать, вы, собственно, можете нажать на кнопочку «Стоп». В последнем кусочке этого видео я хочу сказать буквально несколько слов для тех, кто пишет нам всячески не очень приятные для нас. Мы любим только приятные комментарии, ладно? Вот. А для тех, кто пишет неприятные комментарии, я хочу на каком моменте остановиться. По этим комментариям мы видим, что, собственно, в России складывается очень странная тенденция. Я не говорю за весь мир, я не знаю, какие тенденции складываются в каждой отдельной стране. Я сейчас реагирую на ваши российские комментарии. Значит, я хотела бы несколько слов сказать о том, как вообще обстоят дела в мире с домашними родами и отношением к домашним родам. Давайте начнем с того, что, во-первых, добрая половина мира по-прежнему рожает традиционно. Это Азия и Африка. Азия в том числе самые высокоразвитые азиатские страны. То есть нормальным, допустимым и, собственно, единственно правильным вариантом считается роды дома в сопровождении акушерок. Больница как на крайний случай. Далее разберем высокотехнологичные Соединенные Штаты, как в противовес, допустим, странам Африки, да, предвкушая ваши комментарии.
Значит, роды в Штатах отличаются, еще раз повторюсь, высокой технологичностью, то есть это там 100% тотальный мониторинг, мега крутое оборудование, женщина утыкана всякими трубочками, датчиками и так далее и тому подобное. Тем не менее, Соединенные Штаты не отличаются цифрами, если мы берем эти цифры за какой-то такой весомый показатель, не отличаются низкими цифрами детской материнской смертности. Соединенные Штаты стоят на 23-м месте в мире, если я не ошибаюсь, пожалуйста, проверяйте цифры, все наши слова, все это можно проверить в интернете. Соединенные Штаты стоят на 23-м месте в мире. Если мы считаем, что первые места – это минимальная смертность, соответственно, на 23-м месте в мире по детской материнской смертности. Тем не менее, несмотря на такую популяризацию больничных родов, высокотехнологичных больничных родов, в Соединенных Штатах существует развитая сеть родильных центров, так называемых альтернативных центров гуманных родов. Которая возникла как реакция на засилье активного вмешательства в естественный родовый процесс. Плюс к этому легализована деятельность акушерок в большинстве штатов, в том числе деятельность так называемых, хочу обратить ваше внимание, духовных акушерок, то есть акушерок, не имеющих медицинского образования. Итого, что мы имеем? Мы имеем выбор, собственно, самое главное. Мы хотите рожать в роддоме, пожалуйста. У вас проблемная беременность, роды, предполагаются роды высокой степени риска, пожалуйста, вы обращаетесь в роддом, в госпиталь, и вам предлагают в высшей степени профессиональное родовспоможение. Да. Если же у вас нет никаких осложнений, вы хотите естественных родов, у вас есть возможность обратиться в родовый центр, где вам такую возможность предоставляют, или родить дома, пригласив профессиональную акушерку, и пригласив непрофессиональную акушерку, или родив дома самостоятельно. В Бразилии тоже. Несмотря на то, что здесь преобладает кесарево сечение как главная форма родовспоможения, мы говорили, до 80% от штата к штату цифры разнятся. Тем не менее... Здесь также есть несколько альтернативных родовых центров, и, в общем-то, как мы видим, и по себе видели, нету никакого предубеждения относительно домашних родов. Пожалуйста, не хотите кесариться, рожайте дома, собственно, никто вам перечить или вас отговаривать, или запугивать вас какими-то страшилками, никто не будет. В России, что мы видим в России? Мы видим полное отсутствие выбора, полное отсутствие информации о том, как это в принципе бывает в других странах современного мира. У нас есть только один вариант – это роддом. У нас, насколько нам известно, нет даже частных роддомов в России, то есть, которые могли бы хоть какую-то конкуренцию составить. Нет, не имеется. И мало того, что ничего этого нету, и мы видим всяческое сопротивление общественности, как на государственном уровне, я имею в виду сейчас непосредственно пропаганду медиков в консультациях женских, да, и вообще их отношение к домашним родам, как к чему-то адскому, средневековому, сектантскому и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, общественность, которая научена этими товарищами, в общем, она реагирует точно так же. Поэтому, друзья, если в вашем окружении никто не рожает дома, если вы никогда не слышали о центрах гуманных родов, если вы не знаете, насколько опасно медикаментозное ведение родов в роддомах, это действительно так, это бич современности, бич, это естественные роды, они потому и называются естественными, что нормально здоровая женщина может совершенно без какого-то вмешательства родить здорового ребенка. Иначе бы нас, в принципе, с вами здесь не существовало, понимаете? Процесс родов отточен веками природой, он до такой степени идеален механизм родов. Конечно, есть патологические случаи, но это исключение. Нормальная здоровая женщина может родить здорового ребенка без вмешательства. И зачастую эти вмешательства ведут к еще большим осложнениям. Почему, собственно, на сегодняшний день все больше и больше женщин не хотят рожать в больницах. Это не просто прихоть, и не просто как, вот мне не нравится, мне действительно не нравятся синие стены, но это не главная причина. Главная причина – то огромное количество последствий, букет болезней, которые мы огребаем вместе с ребеночком, выходя из стен роддома, к сожалению. Давайте позитивные примеры. Есть у нас Голландия. В Голландии до 40% родов проходит дома, поддерживается всячески на государственном уровне, до 80% родов проходят в сопровождении вот этих самых духовных акушерок. То есть даже если вы выбираете роды в больнице, вы имеете полное право пригласить, сопровождать вас духовную акушерку, одну, две, еще всю семью
И прихватить это с собой. считается одной из главных причин, почему Голландия держит первые позиции по самому низкому показателю детской материнской смертности в родах. Домашние роды в Голландии считаются народным достоянием. Да, это официальная формулировка. Официально Принята на уровне государства. Все страны Северной Европы, собственно, продвигают такую же политику. А отдельно стоит сказать про Новую Зеландию. Насколько мы знаем, в Новой Зеландии есть такая практика при крупных больницах, госпиталь, есть специальные бригады скорой помощи, укомплектованные несколькими акушерками. То есть, если у вас начались роды дома, и вы не хотите ехать в больницу, представляете, у вас есть такой выбор, вы можете просто остаться дома, при этом вы не хотите принимать роды сольно, вам нужен специалист, вы просто звоните в скорую и говорите: дорогая скорая, нам нужна акушерка, и приезжает акушерка с дежурной бригадой и принимает ваши роды. Пожалуйста, есть такой вариант. То есть еще раз хочу донести эту мысль. Если вы чего-то не знаете, друзья, это не значит, что этого в мире не существует. Да? Так мир есть, так мира нет. Возвращаемся к тому, с чего начали. Ребят, есть все-таки некие рамки, которые так или иначе у нас в голове присутствуют. Очень важно вовремя остановиться, их заметить, их наличие, рассмотреть и увидеть, что мир намного больше, чем какие бы то ни было рамки. И вот как раз в последнем своем отрывке Люся как раз пыталась показать, что мир намного больше, чем условия отдельно взятой страны, хоть Россия, хоть какая-то еще. И отношение к домашним родам во всем мире гораздо более свободное, что ли. И статистика говорит о том, что домашние роды безопаснее в сравнении с больничными. Поэтому давайте смотреть на мировую статистику, давайте смотреть на мировой опыт, давайте мыслить передовыми немножечко другими категориями и видеть свои рамки, выходить за них. Если вам эта тема интересна, пожалуйста, изучайте, исследуйте. Информации множество в интернете, и русские исследования научные, и зарубежных абсолютно любых стран. Куча исследований, огромная статистика, доказывающая то, что домашние роды намного более безопасны по сравнению с больничными родами. Изучайте, всего вам хорошего, желаем вам всяческих расширений рамок. Да. До новых встреч. До новых встреч. Пока, Все, друзья. пока, ребят. Высокий болевой синдром, говорят. Да? Нет, не знаю. Еще расскажи. Болезненное ощущение. Когда женщина боится родов, что, собственно, тоже это не правило, понимаешь? Блин. Все. Я не могу закрыть с конца все. Что ты там говорил? На чем ты закончил? Про букет впоследствии. Если потом... Не, вали тогда, туда или сюда, живо! Вставлю это видео обязательно. Давай. Наш центр самый лучший из центров на земле. Поверьте мне, ребята, я очень умный хрен.